Всем привет! Сегодня видео о том, какие каюты существуют на круизном лайнере. Где мы живем, живут офицеры и живет сам капитан. На круизном лайнере существует большой тип кают, и он зависит от того, какую позицию вы занимаете. Самые элементарные каюты обычно относятся к обычному персоналу, и в них живут по двое человек. Иногда бывает даже так, что две каюты, смежные между собой, разделены перегородкой, и туалет и душ у них один на две каюты. Следующий вид кают довольно-таки похож, но в таком же типа каюте живет только один человек. Это уже маленький менеджер какого-то ресторана, бара или который заведует уже 10-15 человек. И сейчас далее мы посмотрим, как выглядит каюта обычного офицера на круизном лайнере. Некоторые каюты есть немножко побольше, поменьше, но в среднем она выглядит, как будет показано сейчас на экране. Значит, заходим мы в нашу каюту. Выглядит она примерно так, не прям гигантская. Слева сразу находится наша одежда, коверолы рабочие, в которых мы работаем в машине и в пульту управления. Дальше, как видите, стол с компьютером, чайником, есть телефон, разные шкафчики для хранения вещей. Различные вещи можно разложить на полках. Также есть телевизор, внизу содержится холодильник. Также есть иллюминатор с закрывашкой защитной в случае больших волн. Ее часто закрывают. И вот такой маленький диванчик, который тоже раскладывается, если к вам приехали гости, кто-то с вами ночует или ваша семья приехала на борт. Далее еще один шкаф со спасательным жилетом и уже обратная сторона каюты. И далее дверь, как же без туалета и раковины, и душа, где можно помыться, провести себя в порядок. И тем не менее это также является твоим барбершопом. В целом каюта довольно-таки неплохая, как видите, в ней есть все, что нужно: холодильник, где умываться, душ, большая кровать. И, конечно, всегда места хотелось бы побольше. Но следующую каюту, которую мы рассмотрим, является каюта капитана. Она является одной из самых больших на лайнере. Также к ней часто пристроена конференц-зона, где капитан может проводить различные митинги, разговоры с офисом и собирать людей для любых переговоров. Ну так что, давайте посмотрим, как же она выглядит. Сама вот каюта капитана выглядит примерно так. Вы попадаете в большой коридор. Справа находится гостевой туалет, куда любые гости, которые пришли к нему, могут зайти и воспользоваться им. Слева основная спальня капитана, где он проводит большую часть своего времени, когда отдыхает, спит и устал от рабочего дня. Также можно кемарнуть после обеда. Также здесь у него есть отдельный гардероб и мастер-душевая. Также в этой душевой присутствует ванна, на некоторых круизных лайнерах есть даже джакузи. После выхода со спальни, когда мы проснулись, попадаем назад в главный коридор, где наше зеркало, какие-то вещи. И попадаем в living room, то есть главный зал, где находится небольшая столовая, барная стойка, а также маленькая кухонка. На этой кухне тоже полно всяких стаканов, вещей, чайник, микроволновка. Также в каюту капитан обычно может заказать много еды. Если его семья приезжает на лайнер, которая здесь остается и живет, принять обед прямо здесь на месте. Есть стол для этого. Далее слева находится тумбочка для хранения различных вещей. И, конечно же, ТВ-зона, где можно отдохнуть, посидеть, поиграть в PlayStation. И окно на улицу, на правый борт. На многих лайнерах это панорамное окно от самого пола до самого потолка. Это варьируется и зависит от конструкции. Ну и, конечно, спереди его главный офис, где он проводит 99% времени с выходом на мост, чтобы всегда в любой момент можно было проконтролировать ситуацию и здесь отвечать на 99% различных имейлов, которые приходят отовсюду. У старшего механика почти точно такая же каюта, только она находится с противоположной части круизного лайнера. И тоже составляет из себя несколько комнат, джакузи, может быть панорамное окно. Это очень варьируется от компании к компании, от дизайна и вообще как построен лайнер и какие регламенты, так скажем, и дизайн продуман там внутри. Так что как-то так живут люди на круизном лайнере. И пиши далее в комментариях, хотел бы ли ты стать капитаном, в какой бы каюте хотел бы жить. Также поставь колокольчик и подписывайся на канал, чтобы больше узнать о круизной жизни.